Всем привет, ребята, это Дофа Трейдинг, и что мы видим на рынке? Вроде более-менее, кое-как паника немного успокоилась, да. По биткоину, в принципе, я считаю, что остается тот же план, да, изначальный, который мы обговаривали с вами, с возможностью падения до 69 и даже чуть ниже до 66. Почему я так это рассматриваю, все равно еще не отбрасываю этот план, да? У нас, вы все знаете, из моих шортс видео, да, где мы быстрый, краткий прогноз делали, и из этих вот 2 недель, где я постоянно вас держал в курсе, в Телеграме постоянно публиковал все новости. Если посмотреть, то тут за последние 2 недели столько информации, наверное, как за год у нас не было. И по биткоину, и по эфириуму, и тут прогнозы, особенно на ютубе. Все это дело остается в силе. Самое главное для нас по биткоину — это не уходить ниже вот этих вот крупных объемов. Да, это 4-часовик, но здесь вы видите ПВП. ПВП за неделю. И вот это вот наши недельные объемы. Видите, на данный момент объемы с 89 крупные по 83 на биткоину. Есть вот этот вот блок по техническому анализу с 88 до 84. То есть сейчас на данный момент, пока еще неделя не закрылась, все объемы максимальные на недельке внизу. И на прошлой неделе внизу. И по окончанию недели, что в прошлый раз мы закрылись над крупными объемами по биткоину, что в этот раз мы, скорее всего, закроемся над крупными объемами по биткоину. Но все равно помним, что есть вот этот вот блок по техническому анализу. Именно в районе него мы начали видеть вот такой вот отскок. Также здесь была фигура расширяющийся клин по техническому анализу и был закрыт гэп. Единственное, что смущает и намекает на то, что все равно мы можем упасть ниже, пробить этот блок, это то, что здесь пустая зона по объемам. Уже близится лето. А мы с вами знаем, что летом на криптовалютном рынке делать нечего. Поэтому у нас здесь очень мало вариантов. Либо мы закрываем этот месяц хорошо, да, снова восстанавливаемся, возвращаемся в флэт, из которого вывалились. Для того, чтобы восстановиться в данный флэт, нам нужно подняться выше определенных значений. Тогда это будет считаться восстановлением и то, что биткоин снова зашел во флэт. Восстановление во флэт — это будет считаться подъем и закрепление выше 90 тысяч. Поэтому мы и видим, что у нас биткоин вот к этому уровню постоянно подходит. Здесь 90 тысяч, здесь это было 94, здесь на 94 очень крупный объем, такой большой кластер, точка ПОК, поэтому отсюда мы и упали. Недельный тотал выглядит также плюс-минус симметрично, как биткоин. И если смотреть наш общий анализ, то тотал постоянно упирается в хай исторический 2021 года. То есть тут все у нас плюс-минус хорошо. Область сопротивления вот эту нельзя пробивать и уходить под нее. Это можно, в принципе, считать тогда полным кризисом на рынке и уже тогда задумываться о медвежке. Потому что в Телеграме очень много людей начинают писать, что это на самом деле уже медвежий рынок, что все, мы дальше будем идти только вниз. Вот. Но по метрикам пока таких еще показателей нету. По тоталу третьему у нас есть очень важный ключевой уровень поддержки. Мы видим, это 850 миллиардов, как раз таки вот мы над ним торгуемся. Грубо говоря, это симметрично по биткоину 48 тысяч. 48, то, что было. Вот это у нас по тоталу без биткоина и эфириуму. Ребята, не забывайте открывать описание под видео, потому что здесь бывает очень много полезных ссылок. Одна из таких ссылок на биржу KCEX. На этой бирже очень много криптовалютных проектов, и преимуществом является то, что здесь встречаются те проекты, которых вы на других биржах не встретите. А зачастую на бычьем рынке это как раз те молодые проекты, которые все хотят попасть уже, когда они выросли. Также здесь очень удобная платформа, потому что весь рынок разделен на сектора. И что очень интересно, это комиссии, торговые комиссии. На этой бирже по многим парам нулевые комиссии. А даже те пары, на которых есть комиссия, вы эту комиссию можете нивелировать за счет нашей реферальной ссылки, которая дает очень
большую скидку на торговые комиссии. Помимо аирдропов и фьючерсов с призовым фондом, вы также можете зарабатывать на данной бирже просто за то, что на ней находится ваша криптовалюта. И это будет 5% годовых. Вот. Мы находимся в зоне сопротивления, мы в ней пока остаемся. Здесь видите, как эта картина выглядит. Вот, мы ползем. Да, мы под 8 линией, нам надо восстанавливаться для того, чтобы видеть рост над 8 линией. Но вот, это наш такой блок сопротивления, мы в нем пока находимся. То есть пока еще никакого там падения нету. Да, альта обвалилась сильно, она обвалилась, но по метрикам тоталов, да, по капитализации альткоинов, да, мы не видим никакого пока обвала. Это мелкокапа только обвалилась. Поэтому, когда мы смотрим на Others, тут мы уже падение видим, да. Others у нас не вернулся там к августу, да, но он спустился на значение прям до начала роста практически. Вот начало роста было у нас в ноябре. То есть мы практически полностью по слабо капитализированной альте, которая не входит в топ-10, мы перекрыли практически полностью рост. Почему на Азерсе мы полностью прям сюда не спустились? Потому что не вся мелкокапа так сильно слилась. Мы видим некоторые мощные альткоины, которые так сильно не упали. И вам повод над этим задуматься. Как раз те альткоины, которые не просели так сильно, они у нас и в перспективе. Их стоит рассматривать для покупок. Также по этому тоталу, по Азерсу у нас есть ключевой уровень. Это 271. Вот для того, чтобы начать рост по мелкокапе по рынку, нам нужно преодолеть вот этот вот уровень. Видите, здесь крупный объем. А мы сейчас как бы в неопределенности. Мы вроде бы и под ним, но не падаем. Но и вырасти выше этого уровня нам не дают, да? То есть тени у нас очень глубоко погружаются. Но в целом мы ползем прям под уровнем. Вот такая вот картина. Бывала здесь такая ситуация, потом мы откупались, но падали ниже. Но мне кажется, что это все равно даже не очень-то и похоже, потому что здесь очень прям сильные такие провалы, довольно глубокие, не такие, как здесь. Не буду вам ничего говорить, могут это развернуть, все равно не каждый раз означает, что если вот такая ситуация, мы можем падать и будем падать дальше. По Others Domination, да, мы прям на самом дне, вот это то, что вы видите, да, вот здесь тоже есть уровни, блоки и объемы, они мне нужны для понимания, насколько сильно рынок растет, падает, от каких точек он и как реагирует, да, то есть если будем негативно реагировать, вот как в данной ситуации, да, сразу откатились, то понятно, вот, что дальше можем еще сильнее упасть. Тут спустились на границу зоны стоимости нижнюю. Собственно, здесь мы были в июне 23-го. Сюда и вернулись. Даже немножко закололи, переписали минимум. Да, но на этом падении объемов было гораздо больше, чем объемов было, скажем, в июне 23-го. То есть в этот раз на рынке было гораздо больше интереса на падении. Что касается эфириума, очень он плохо выглядит. И стоит за него помолиться только, потому что здесь график... как будто бы мы смотрим не эфириум, а какой-то трамп-коин, Pepe или еще что-то. Просто эфириум доминация, она падает и падает на 19 год, практически спускается. Это то, что было в 19-м. 18-й год мы здесь были, 17-й год мы здесь были по доминации эфира. Она уже скоро... Я не знаю, еще чуть-чуть перепишет минимумы исторические. 23% осталось до минимума. Это трэш. Просто, ребята, это трэш. Эфир, он просто сливается в никуда. Здесь тоже у нас крупные объемы. Я поставил на всякий случай по эфиру лимитки на 1800, 1600, потому что некоторые предполагают даже до 1200 падения. Я не ставлю на 1200. У нас ребята в комьюнити даже говорили по эфириуму, да, нашли где-то, что здесь, значит, у нас такой вот канал, да, вот, он типа пробился уже. Это у нас все вообще медвежий флаг. Типа вот такая вот конструкция, да, медвежьего флага. Вот. И отсюда мы должны, значит, выходим и должны идти вниз на минимумы, переписывать минимумы, да,
Дальше я не знаю, куда тут, на $200 падать, может быть, на 210 или на 100, я не знаю. Просто если будет пробитие медвежьего флага этого, да, вот биткоин, он вообще не упал, считай, 90 тысяч, ну, биткоин не падал. Просто если они предполагают пробитие, то вот мы падаем прям ниже даже, и $1000 будет эфир. Но если пробивается этот канал, вот что у нас сейчас, какие слухи, ну, в нашем комьюнити это просто был перерепост с другого какого-то телеграм-канала или YouTube-канала, еще откуда-то. Я не знаю. Я посмотрю по свободе, конечно, эту ситуацию рассмотрю, возможен ли такой сценарий, но мне, по большому счету, кажется, что это просто такой огромный поджим под уровнем сопротивления. Вот это вот наш флэт. Я думаю, что мы просто торгуемся здесь. Потому что на самом деле, если бы хотели пробить, хотели пробить, я думаю, в 2025 году решится эта проблема уже все-таки с эфириумом и определиться вся эта ситуация, куда мы пойдем, вверх или вниз, уже будет понятно, кто выиграл, да, биткоин или эфириум. Но, не знаю, если бы хотели бы пробить, не было такой ерунды, да, как вот здесь. Во-первых, вот уровень у нас, где я лонг открыл, это как раз и есть ключевой уровень поддержки, да. Во-первых, здесь мы прям к нему не спустились, мы над ним накапливались, то есть сформировали здесь мощную поддержку. Пока неделя еще ни одна не закрывалась ниже этой вот поддержки, да. Ну, сейчас мы видим только текущее. И то, если откупят до конца недели до 2300, что в принципе 2300 несложно будет эфиру отрасти, то окей. И вы видите много теней. Тут тень, тут тень, тут тень. От этого уровня постоянно тени. Вообще, если происходит пробитие, то пробитие происходит у нас каким образом? Мы полностью падаем на какой-то уровень, полностью падаем, есть какой-то отскок, потом снова спускаемся, можем чуть позакалывать. Есть последний отскок, и здесь волатильность падает, уходим под уровень, не сразу падаем, но уходим под уровень, и потом идет резкий обвал. Вот так вот это происходит, ребята. То есть раз, отскок, падает волатильность, уходим, и резкий обвал. Вот как это происходит. Это то, что, и особенно на крупных таймфреймах. Но мы здесь не видим такой ситуации, чтобы мы ушли под уровень или прям стояли на этом уровне, да, на уровне 2000 ровно, и здесь вот падала волатильность. Мы пока такого не видим. Здесь пока наоборот волатильность достаточно-таки хорошая, наоборот отскоки. Вот здесь 28 февраля отскок, 4 марта отскок, сейчас развернулись. Вот, 3 февраля отскок. Мне, кажется, что как будто бы затягивают наоборот в шорта, чтобы потом отсюда сразу без остановок выбивать этот уровень, вот этот, потом выходить сюда, здесь делать поджим и выбивать это все. С одним махом, одним трендом могут с этого места улететь. Ну, это мое личное мнение, но не вниз, да. На всякий случай, конечно, я рассматриваю эти два блока, я о них говорил и на стриме, предупреждал за это все. Поэтому, ребята, будьте очень внимательны, но пока на данный момент можно немножко расслабиться, что я в принципе сделаю. Если я не буду успевать, я буду выходить к вам в видео шортс, поэтому обязательно следите за всеми материалами. Если там шортс какие-то мемы, то можете пролистывать. Если там графика, я что-то рассказываю, то лучше посмотреть. Это краткие апдейты, постараюсь до минуты, до 2. Вот, в Телеграм обязательно подписывайтесь, заходите, там будут посты. Вот, и желаю вам, ребята, профита. Сам очень сильно устал, понимаю, как вам тяжело. Мне тоже, но у нас нету выбора. Это дело нужно довести до конца.